Представим себе ребенка. Ребенку несколько месяцев. Он еще не умеет говорить, не знает слов, но он уже умеет всматриваться в лица окружающих его людей. Он смотрит на мать и ищет некий отклик. Мама ему улыбается, и у младенца как бы светлеет лицо. Мать хмурится, и ребенок замирает. Он не знает еще, что такое хорошо или плохо, но уже чувствует, на что можно опереться, а что может потенциально вызывать тревогу. И вот эта вот история — это не метафора. Это базовая сцена становления нашей психики. И именно с нее начинается то, что мы позже назовем чувствительность к чужим ожиданиям. Babies this young are extremely responsive. В 1975 году Эдвард Троник провел знаменитый эксперимент Still Face. Мать должна была взаимодействовать с младенцем, а затем резко прекратить любые реакции, замереть с нейтральным лицом. Ребенок сначала пытался вернуть ее внимание, потом напрягался, начинал плакать, проявлял признаки стресса. Даже в возрасте нескольких месяцев он уже знал, если с другим что-то не так, значит и с миром что-то не так. Внутренний компас ребенка — это взгляд другого человека. Через него он узнает: «Я жив, я важен, я в порядке». Позже это подтвердилось и нейробиологическими исследованиями. Работы Джакомо Ризолати в 90-х годах открыли нам зеркальные нейроны, участки мозга, которые активируются и при выполнении неких действий, и при наблюдении за другими людьми. То есть мозг буквально настроен так, чтобы переживать чужую эмоцию как свою. Мы настроены на других людей не только психологически, но и физиологически. Что это означает? Что эмоциональная реакция другого человека становится частью нашего внутреннего мира. Не потому, что нас вот так воспитали, а потому, что мы по-другому попросту не можем. Сначала мы смотрим на других, мы видим свое отражение в других людях, а потом из этих отражений уже складывается наша личность. Еще до речи, до логики, до сознательных оценок человек усваивает, какое поведение вызывает у других улыбку, а какое тревогу. И эти ранние сигналы глубоко встраиваются в наше тело. Они становятся некими схемами поведения. Когда я злюсь, мама отстраняется. Когда я молчу, меня жалеют. Если я радую других, я нужен. Это и есть некие первичные ожидания. Они не проговариваются вслух, но они ощущаются, как некое тепло или холод, как сближение с другими людьми или, наоборот, отвержение. С самого начала мы не просто живем рядом с другими людьми, а учимся быть через них. То есть чужая реакция — это не дополнение к нашей реальности, это сама реальность для младенца. Поэтому с первых дней жизни человек считывает эмоциональные сигналы, чтобы выстроить свою картину мира и понять, кто он в этом мире. А позже эти реакции превращаются в наш внутренний голос, в некую совесть, в ожидание одобрения или страх осуждения. Так чужой взгляд становится нашим внутренним регулятором. Это не социальная зависимость, это сама архитектура человеческой психики. И пока человек остается существом с телом, эта архитектура никуда не денется. Мы не контролируем ее, мы так живем. Когда человек испытывает стыд, рядом зачастую никого нет. Но внутри звучит голос. Этот голос говорит: «Что ты наделал?» Или просто «Фу». И зачастую этот голос, он чей-то. Матери, учителя, общества, в котором человек вырос. Стыд — это не просто чувство, это система нашего некого внутреннего управления, встроенная через опыт отношений с другими людьми. То есть психологический стыд — это некий сигнал. Меня увидели не тем, кем я хотел казаться. Он возникает не в изоляции, а в неком воображаемом присутствии другого человека. Даже если рядом никого нет, кто-то все равно смотрит. Это подтверждается и на уровне нейробиологии. В состоянии стыда активируется у нас лимбическая система, ответственная за эмоции, и медиальная префронтальная кора, связанная с представлениями о себе и социальной оценкой. То есть мозг буквально воспринимает стыд как угрозу исключения из группы. Почему это важно? Потому что для социальных существ, каковыми являются люди, быть исключенным из группы значит рискнуть своей жизнью. И стыд — это не слабость, а древний механизм,
Он регулирует поведение, подсказывая: вот так делать нельзя, иначе тебя отвергнут. Однако дело не только в мозге. Культура усиливает или, наоборот, смягчает этот сигнал. Американская антрополог Рут Бенедикт в середине 20 века ввела различия между культурами вины и культурами стыда. В культурах вины, которыми зачастую являются западные общества, человек ориентируется на внутренний моральный кодекс. Он чувствует вину, если нарушил свои внутренние принципы, даже если никто об этом не знает. А вот в культурах стыда, которыми зачастую считаются восточные общества, поведение регулируется мнением группы. Главное — не потерять лицо. Россия где-то между этими полюсами. С одной стороны, у нас сильная ориентация на мнение других. Что скажут другие люди? Мне стыдно перед родителями. Не позорь меня на людях. А с другой стороны, у нас есть внутренний протест против этой зависимости. Люди одновременно боятся осуждения и при этом не переносят внешний контроль. Получается двойное напряжение. Мы ориентируемся вовне, и при этом у нас есть некая скрытая агрессия к этим внешним стандартам. Школьник получает 2. Мама еще не знает, но ему уже стыдно перед ней. И этот стыд, он не о поступке, а о том, каким ребенку увидят родители. И этот образ, он уже живет в этом мальчике. Он живет внутри, как некий встроенный в него наблюдатель. Вот здесь и появляется ключевая мысль. Ожидания других превращаются в наш внутренний голос. Они формируют то, что мы позже называем самооценкой, внутренним критиком, рамками нормы. Они не нейтральны, они очень даже директивны и конкретны. Они говорят, где можно, а где нельзя, где ты молодец и где ты позоришься. Их очень трудно оспаривать, потому что они не звучат как нечто чужое. Они воспринимаются нами как часть самого себя. Хотя в реальности это некие внутренние оценки, полученные через опыт наших отношений с другими людьми. В результате человек не просто сам себя оценивает, он воспроизводит то, как его оценивали раньше. И если эти оценки были суровыми или противоречивыми, внутри будет постоянная борьба. Желание соответствовать, желание сопротивляться, желание спрятаться. Это и есть та незаметная, но очень мощная сила. Стыд как форма самоцензуры, встроенная в нас через других людей. Он не требует внешнего давления, он работает изнутри. В человеческой эволюции ошибка в отношениях стоила очень дорого. Быть отвергнутым группой значило не просто обидеться на других, а остаться без еды, без защиты, без потенциального будущего. Поэтому то, что мы сегодня называем чувствительностью к мнению других, это не психологическая слабость, а нейробиологическая стратегия выживания. Представьте себе небольшое племя. Общая цель этого племени — выжить. Если кто-то ведет себя непредсказуемо, эгоистично или игнорирует правила группы, он нарушает устойчивость всего сообщества. И такого человека сначала могут избегать, а потом перестанут, например, звать на охоту. А что будет дальше? Потенциально одиночество, голод, смерть. И это не метафора, это биологический факт. Человек вне группы уязвим. Ни физическая сила, ни интеллект не спасут его, если его исключили. Мы социальные животные, и мозг это знает. Эволюционная психология объясняет, что мозг формировался в условиях малых сообществ, примерно до 150 человек. Это так называемое число Данбара, названное в честь британского антрополога Робина Данбара. Это когнитивный лимит. Сколько связей человек может поддерживать на уровне «я знаю, что они про меня думают». Но даже в такой небольшой группе действуют социальные иерархии, роли и ожидания. Кто главный охотник? Кто заботится о детях, кто вызывает доверие, кто раздражает. Эти категории живут в памяти каждого члена группы. И человек учится себя вести, чтобы не оказаться за бортом этого корабля. Вот почему сегодня в городе с миллионами людей страх перед чужим мнением у нас все еще прекрасно работает. Как будто речь идет о жизни и смерти. Потому что наш мозг не отличает племя от работы, школы или подписчиков в соцсетях. Он реагирует на эмоциональное исключение как на реальную угрозу. Вот что происходит, когда кто-то говорит: «Мне страшно, что начальник подумает, что я тупой. Я не могу просто выложить это, вдруг все подумают, что я нарцисс». Или «Мне стыдно перед родителями». Каждая из этих «они подумают обо мне» не просто про мнение, это некий прогноз потенциальной боли. Наш мозг боится не осуждения, а исключения и запускает защитную реакцию.
Надо замереть, волноваться, включить самоцензуру. И это не слабость, это просто вот механизм выживания. Что здесь важно понять? Чужие ожидания вшиты в систему нашего статуса в группе. А статус — это не просто роскошь, а показатель некой безопасности. Чем выше статус, тем больше доступа к ресурсам, заботе и потенциальной любви. Чем ниже мы в статусе, тем больше у нас риск быть брошенным. И да, статус может быть социальным, а может быть личностным. Даже если вы говорите «мне все равно», зачастую внутри будет работать некий голос, который уже знает, чего от вас ждут, и вы неосознанно ему подчиняетесь. Потому что важно избежать некой социальной боли. Какой здесь можно сделать вывод? Реагировать на чужие ожидания не значит быть ведомым. Это значит быть человеком. Это встроено в нас. Это не нужно лечить. Это просто важно осознавать. И научиться выбирать, каким ожиданиям мы хотим соответствовать, а каким нет. Но отменить этот механизм полностью невозможно. До какого момента чужие ожидания нам помогают? Наверное, до того момента, пока они не начинают заменять нам наши нынешние ориентиры в жизни. Пока они не становятся единственным способом понять, кто ты и чего ты стоишь. Да, для начала мнение других людей — это наш способ выжить. Потом способ понравиться. А потом он становится привычкой, от которой уже трудно избавиться. И вот человек, вроде бы взрослый, осознанный, но он живет в режиме перманентного сканирования окружающих. А что они обо мне подумают? А я выгляжу достаточно хорошо? А если я откажу, меня отвергнут или нет? В когнитивной психологии эту ловушку уже давно описали. В 1995 году Дэвид Кларк и Эдриан Уэллс исследовали этот механизм социальной тревожности. Человек, оказавшись в ситуации оценки, начинает смотреть на себя глазами других. Не просто переживать, а буквально отстраняться от своей личности, чтобы угадать, а как он сейчас выглядит, а как он сейчас звучит, а как он ощущается со стороны. Со временем это приводит к эффекту некого раздвоения. Наш внешний образ становится важнее внутреннего опыта. Примерно в ту же сторону смотрели Фредриксон и Робертс в 1997 году. Они ввели термин самовосприятия себя как объекта. Не субъекта, не личности, который чувствует, хочет и выбирает, а объекта, которого должны одобрить, оценить и выбрать. Это не абстракция, это происходит с нами каждый день. Наверное, знакомый для некоторых будет образ. Девочка, которая все детство слышала «будь умницей», «не расстраивай маму», «будь примером для других». Она привыкает угадывать чужие желания и ожидания и начинает подстраиваться и соответствовать. А потом она вырастает и становится взрослой женщиной и уже не может сказать «нет», даже если она очень устала. Не потому, что она не знает, как отказать, она знает, а потому что она будет ощущать вину за само наличие своих границ. Так возникает внутренний конфликт. Снаружи это хорошая, надежная, успешная женщина, а внутри у нее может не быть ясного понимания. А я-то что хочу? А что я чувствую? Если вот этот голос, если этот внешний контроль отбросить, а будет ли у меня что-то свое? В какой-то момент ожидания, которые раньше были маяками, превращаются в тюремные стены. Они нас не отпускают, потому что вместе с ними уходит наше чувство безопасности. Ведь если ты не молодец, не нравишься и не подходишь, то кто ты тогда? Это ловушка перфекционизма. Каждая ошибка становится доказательством того, что ты недостоин быть принят окружающими. Это также механизм синдрома самозванца. Даже при реальных достижениях человек чувствует, что кого-то обманул, потому что все внимание у него приковано к некой внешней реакции, а не к его личному внутреннему опыту. Наш мозг учится через повторение, я думаю, это не секрет. Если 20 лет подряд ты сканируешь окружающих, чтобы понять, все ли с тобой хорошо, внутри возникает некий автоматический фильтр. Любой поступок, желание, выбор сначала проходит проверку. А будет ли это удобно для других? И если нет, то внутренний критик может запустить некую тревогу, и порой эта тревога приводит нас к выгоранию. Чужие ожидания полезны, пока они помогают нам ориентироваться в жизни. Но когда они начинают подавлять наш собственный голос разума, мы начинаем терять связь с собой. И это не метафора, это просто симптом. В таких случаях человек говорит: «Я не понимаю, кто я, мне все время страшно ошибиться», или «я как будто играю чужую роль».
Это не болезнь и не приговор. Это просто результат долгой жизни в чужом взгляде. Осознать это уже первый шаг к себе. Иногда человек говорит: я не знаю, чего я хочу, но я очень хорошо понимаю, чего от меня ждут окружающие. И вот эта фраза — это некий сигнал, что где-то внутри себя он потерял ориентиры и остался только внешний шум. Вернуться к себе — это не какой-то прикол психологов, и это не про все отбросить, стать эгоистом или еще чем-то. Это про начать разделять и различать. А где мои желания, а где чужие привычки? А где я, а где голос учителя, мамы, коллектива? Это не про бунт, а про некую ясность, понимание себя. В теории семейных систем Мюррея-Боэна это называется дифференциация. Чем выше уровень этой самой дифференциации, тем больше человек способен оставаться в контакте с собой, даже если другие чувствуют иначе. Не отвергать других, но и не сливаться. Не быть зависимым от оценки, но и не отрицать чужое мнение. Это такая эмоциональная автономия, взрослая, спокойная и зрелая. А вот как к этому прийти? Пожалуй, один из таких простых способов — это задавать себе вопросы. А чего я хочу, если никто не смотрит, если никто про это не узнает? Опять же, это не про эгоизм, это про то, чтобы отключить вот эти внешние камеры наблюдения и убрать голос, который все время думает о том, что скажут другие. Это вот то самое собственное мнение. Оно не обязательно яркое, впечатляющее. Иногда это очень тихое, что-то спокойное. Фраза «я должен быть хорошим психологом». Что вы думаете о ней? Но я думаю, что это фраза, в которой много напряжения. Там есть оценка, старание, желание соответствовать. Но нет некоего живого человеческого смысла. А вот представим себе другую формулировку. Я хочу быть в контакте с живыми людьми. Это уже не про образ, это про суть, про внутреннее движение, про контакт, про интерес. В этом есть некая свобода. И иногда, чтобы дойти до такой вот вроде бы простой формулы, нужно пройти через телесное сопротивление. Многие современные практики советуют не анализировать, чувствовать телом. Что со мной происходит, когда я думаю о том, что я должен делать? Где в теле появляется отклик, когда мне говорят, что мне нельзя ошибаться? А как во мне отзывается фраза «я хочу», даже если это неудобно для других? И вот такой вот способ — это некая телесная осознанность. Он помогает выйти из головы и вернуть себе свой личный опыт. Потому что настоящая автономия, она не в мыслях, а в ощущениях. В ощущении «я есть», «я стою здесь», и «я могу выбирать». Но здесь есть важный момент. Некое вот это освобождение, оно не в том, чтобы бороться с другими. Оно в том, чтобы увидеть, а какие голоса мы несем с собой, и в них уже нет необходимости, в них нет нужды. Иногда это голос отца, иногда это некий культурный фон, иногда это просто вот какая-то внешняя тревога. Если я сделаю что-то не так, то все рухнет. Но когда мы постепенно учимся замечать вот эти голоса, эти формулировки, у нас начинает появляться выбор. То есть мы не автоматически соглашаемся, а мы решаем, а хочу ли я делать так, хочу ли я жить по этим правилам. И если нет, могу ли я их отпустить? Потому что не все ожидания полезны. Какие-то просто становятся по привычке вот частью нас, потому что в них когда-то была некая правда для нас. А какие-то ожидания, чужие ожидания, можно и миру вернуть обратно. Да, не из злости, а просто для себя, для ясности ума, для некой легкости в теле. И тогда вместо бесконечной этой тревоги, а правильно ли я живу, появляется другое чувство. Простое, взрослое и теплое. Я могу быть собой, даже если не все с этим будут согласны. Что вы думаете об этой теме? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте реакции. Ну, а я прощаюсь с вами. На сегодня все. Оставайтесь любопытными, продолжайте исследовать и до новых встреч!